Аня возвращалась домой после работы. Она была уставшая. По пути зашла в магазин и купила себе продукты на неделю. Домой особо не спешила. Ее там никто не ждал. Она уже вышла из магазина и услышала тоненький детский голосок, который окликнул ее. «Тетенька, а вам случайно ребеночек не нужен? Заберите к себе моего братика, ему уже полгода, и он очень голоден, а у меня совсем нет еды, чтобы его покормить». Эти слова буквально ошеломили ее. Она резко обернулась и увидела перед собой худого грязного мальчика с серьезными серыми глазами, полными боли и одиночества. Казалось, что он нес на своих маленьких плечах непомерное бремя. Одежда была грязная, не по погоде. Местами разорвана и кое-как зашита. На вид ему можно было дать не больше 6 лет. Мальчишка действительно держал на руках малыша, который горько плакал. Младенец был завернут в какое-то грязное старое покрывало. Старший брат неумело пытался успокоить малыша, укачивая его и бормоча: «Игорек, не реви, сейчас что-то придумаем». Аня огляделась вокруг и была поражена равнодушием окружающих. Все спешили по своим делам, совсем не обращая внимания на двух несчастных детей, которые были голодными, грязными и тряслись от холода. Старший мальчуган обращался ко всем прохожим с просьбой забрать младшего братика и накормить его. Но каждый, кто проходил мимо, спешил уйти от странного мальчика. Люди лишь отмахивались: «Отстань, не мешай, иди делом займись. Чего попрошайничаешь здесь?» Аня внутренне сжалась от ощущения беспомощности этих детей и жестокости окружающего мира к ним. Маленький худенький мальчик с младенцем на руках, он подходил к прохожим и повторял свою просьбу, но каждый раз никому до этих несчастных детей не было дела. Когда мальчик обратился к ней со странной просьбой, она просто замерла от шока. Перед глазами явно пронеслись картинки из ее голодного детства. Вот мама готовит пресные лепешки вместо хлеба. Вот она сама голодными глазами смотрит на горсть конфет в магазине, который ее семья не могла позволить купить. А вот она уже идет в школу в старых туфлях, которые сердобольная соседка отдала от своей выросшей дочери. Было такое время, что она 2 месяца не ходила в школу, потому что у нее не было обуви, и только когда мама получила свою скудную зарплату, то купила Ане резиновые сапоги, в которых девочка проходила всю осень и весну. Но несмотря на все, что она перенесла в детстве, девушка стремилась к лучшему и верила, что ее жизнь изменится. Она своими стараниями получила золотую медаль в школе. Затем поступила в институт на бюджет. Старалась хорошо учиться, поскольку понимала, что родители будут не в состоянии оплатить учебу. А так она получала стипендию, которой хватало на ее скромные запросы. После окончания института и получения красного диплома Аня быстро нашла работу, поскольку еще во время практики успела отлично себя зарекомендовать. Еще на последнем курсе института она встретила обеспеченного и обаятельного Сергея. Отношения развивались быстро, мужчина был очень романтичным, вечно устраивал своей любимой сюрпризы, дарил цветы и подарки, приглашал в кафе. Несмотря на то, что Аня получала хорошую зарплату и могла наконец-то купить себе качественные вещи и обувь, Сергей часто водил ее по бутикам, чтобы порадовать избранницу. Спустя 3 месяца бурного романа Сергей сделал ей предложение. Аня с радостью согласилась. Она была очень счастлива, что встретила Сережу, видела его отношение к себе и отвечала взаимностью. Хотя и немного побаивалась встречи и знакомства с его родителями, ведь они были интеллигентами в 3-м поколении. Мать была известным в стране практикующим хирургом, доктором медицинских наук, а отец профессор философии и возглавлял факультет в университете. Конечно же, своему единственному сыну они хотели подобрать соответствующую партию, но он привел простую девушку из простой семьи, мать которой была обычной швеей на фабрике, а отец работал на заводе. Особенно недовольной такому повороту событий была его мать, Евгения Павловна. Аня весь вечер чувствовала себя словно на допросе. В итоге, когда девушка отлучилась в туалет, мать сказала Сергею: «Сынок, послушай, мать, эта лимитчица тебе не пара.
Мы уже подобрали тебе невесту из приличной семьи, так что давай прощайся со своей деревенщиной». «Мама, но я ведь люблю ее», — возмутился Сергей, «и я женюсь на ней. Нравится вам это или нет? Ты уверен в своем решении?» Прищурила глаза мать. «Смотри, чтобы не пожалел в итоге. Ты же не знаешь, с кем она была до тебя. Мамочка, тебе, конечно, такие подробности ни к чему. Но раз ты уже опытом сама заговорила, спешу тебя заверить, что Аня в свои 20 лет до сих пор сохранила целомудрие. Так что не нужно говорить о ней плохо». В результате Сергей так и женился на своей девушке, к огромному недовольству его родителей. Сергею было важно, что Аня девственница в свои-то годы, значит, рассуждал он, она чистая и неискушенная и не будет вести себя, как большинство девушек ее возраста, которые только и ищут повода зацепиться в столице с помощью обеспеченного мужчины. Свадьба была просто роскошной. Аня в пышном белом платье была настоящей красавицей. Молодожены были на 7-м небе от счастья. Мама и отец жениха пробыли на торжестве совсем недолго, а в кафе посидели полчаса, поджав губы, и уехали, сославшись на занятость. Несмотря на то, что невестка им не нравилась, родители Сергея все же, скрипя зубами, вручили молодым на свадьбе ключи от 3-комнатной квартиры, которую заранее приобрели для сына, и даже позаботились о том, чтобы она в случае чего не досталась его жене. После свадьбы Аня переехала к мужу, она была абсолютно счастлива. Супруг на руках ее носил, заботился, она же создавала домашний уют в их квартире, ждала мужа с работы с горячим вкусным ужином. Но все же продолжала работать. Прошло 2 года с тех пор. Все это время пара безуспешно пыталась зачать ребенка. Ничего не получалось. Аня прошла обследование в клинике. Обнаружили незначительные гормональные изменения. И она взялась за лечение, но все тщетно. Сергей как-то отстранился, стал более задумчивым, грустным. Аня не могла понять, что происходит с ее всегда заботливым супругом. Она была встревожена, так как видела, что что-то не так, а выяснить причину не могла. В итоге через несколько месяцев вскрылась вся правда. Евгения Павловна как раз пришла к ним в гости. Ей не терпелось открыть глаза невестки на их неравный брак с Сергеем. Она начала издалека, упоминая родителей Ани, простых работяг, ничего не достигших в своей никчемной жизни. Сергей как раз пришел домой с работы. Увидев мать, он почувствовал поддержку в ее лице. И вдруг ее любимый Сережа сказал: «Аня, я все теперь знаю, можешь не оправдываться. Обидно только, что ты мне морочила голову целых 2 года. 2 года жизни с тобой я потерял. Сережа, что ты имеешь в виду?» Побледнела Аня от услышанных слов. «А то и имею в виду. Мне твой врач все рассказала. И о твоем неудачном аборте, и о том, что ты мне наврала о своем целомудрии. Как ты могла? Ведь ты знала, как много это для меня значит. Сережа, это какая-то ошибка», попыталась оправдаться жена. «Я ни с кем, кроме тебя, не была. И никаких абортов никогда не делала. Не хочу даже слушать тебя», продолжал обвинение муж. «Я верю больше врачу, а не тебе. Так что можешь забирать свои вещи и уходить прочь из моего дома, с катертью дорога». Мысли, словно бешеные, прыгали в голове Ани. Она никак не могла понять, чем заслужила такое недоверие мужа, о каком аборте может идти речь, если он первый и единственный. Как он мог так рассуждать? Она посмотрела на свекровь. Евгения Павловна лишь довольно улыбалась. Аня поняла, что без этой женщины не обошлось, но доказать свою правоту никак не могла. В результате просто собрала свои вещи и ушла в однокомнатную квартиру, которая досталась ей несколько лет назад от бабушки. Аня проплакала всю ночь. На следующий день позвонила Сергею, попыталась объяснить, что все сказанное неправда и наглая клевета. Но он не поверил и сухо добавил, чтобы Аня навсегда забыла его номер и что он уже подал на развод. Аня не хотела сдаваться. Она пошла к своему врачу и потребовала объяснений. А врач, пожилая женщина, лишь ответила: «Мне очень жаль, деточка,
что так получилось. Но у меня внук учится на платном, а твоя свекровь предложила мне такую сумму, что ее хватит заплатить за все годы учебы наперед. Ты молодая такая, еще встретишь свою любовь. А вот по поводу проблем со здоровьем тебе действительно нужно лечиться. После развода Аня долго приходила в себя. Ее привычный мир рухнул в один момент. Повсюду было сплошное предательство. Уже через 3 месяца ее бывший муж Сергей женился на своей сотруднице, которая через полгода родила ему сына. За собой он не чувствовал вины. Даже во время развода на суде он не молчал, рассказывая, какой же нечестной оказалась его жена. Мало того, что не смогла ему родить ребенка, так еще и обманула. Развратница такая бесстыжая. Аня продолжала лечение, но уже у другого врача. Она надеялась родить хотя бы для себя. Но на ее пути пока не встретился мужчина, который смог бы быть достойным отцом для ребенка. Аня спрятала подальше свадебные фотографии, каждый раз напоминающие ей о несбывшемся семейном счастье. Мысль усыновить ребенка была все настойчивее и настойчивее с каждым днем. Врачи один за другим говорили, что шансов забеременеть мало, да и на свидание ходить не было особого желания. Она начала собирать необходимые документы, консультироваться с юристами и готовиться к посещению детского дома. Мысль о том, что где-то есть ребенок, который также мечтает о семье, о доме, о матери, наполняла ее сердце теплом и уверенностью, что она поступает правильно. Женщина была полна решимости и надежды, что сможет дать новый дом и семью одному маленькому человеку, который так нуждается в любви. И вот сегодня, идя с работы домой, Аня встретила 2 несчастных малышей, которые казались ненужными собственной матери. «Солнышко, что у вас случилось?» Присев на корточки, спросила женщина. «Мама куда-то ушла из дома, и мы не видели ее уже несколько дней. Тетенька, нам нечего кушать. Я могу съесть кусочек засохшего хлеба, а ему же нельзя такое. У меня нет молока, нечем накормить», грустно ответил мальчик. «А папа ваш где?» «Не знаю», грустно сказал ребенок, прижимая к себе младенца. «Я его не помню и никогда даже не видел. Заберите его, он совсем маленький, ему не надо много, просто молока дайте, и он будет спать полдня. Игорек тихий, не капризный, ему всего полгода. Возьмите его, пожалуйста». Мальчишка смотрел на нее с такой мольбой, протягивая братика, что Аня не смогла сдержать слез. Она понимала всю ответственность, которая легла сейчас на ее плечи. Если она пройдет мимо, эти дети могут погибнуть от холода и голода. Особенно она боялась за младенца, который уже не мог кричать, а только тихо, обессиленно попискивал. Но что же произошло с их матерью, что она оставила их одних тут? Анна, которая столько лет боролась за право стать матерью, не могла найти ответы на свои жизненные вопросы. «А мама? Как же ваша мама?» Снова спросила Аня. «Она будет только рада, если братика к себе заберет добрая тетя. Он все время кричит, потому что голодный, а мама не хочет с ним возиться. Соседка сказала, что нас все равно заберут органы опеки, если мама не изменится. А я боюсь, что если его заберут, мы с ним больше не увидимся». После этих слов мальчик заплакал. «Ну не плачь, все будет хорошо. А где ты живешь? Думаю, мы можем пойти и поговорить с твоей мамой. Может, она не будет против, если я вас заберу». Неожиданно для себя предложила Аня. К удивлению женщины, мальчик энергично повел ее по улице, указывая на ближайшие жилые 5-этажки. Он казался уверенным в том, куда именно им нужно идти. Аня все это время сама несла на руках младенца. Тот уже и не плакал от голода и теперь только тихо похныкивал, устав от слез. Подойдя к одной из 5-этажек, они вместе поднялись по лестнице на 2-й этаж. Перед ними была дверь, к которой мальчик подошел первым и позвонил. Они оба замерли в ожидании, но ответа не последовало. Тем не менее, из-за двери доносились какие-то звуки, словно кто-то был дома, но старался оставаться незамеченным. Не теряя времени, Аня решила проверить, не закрыта ли дверь. Она слегка дернула за ручку и, к своему большому удивлению, обнаружила,
что дверь приоткрыта. Это обнадежило ее, и тогда, осторожно приоткрыв дверь еще шире, она позвала: «Здравствуйте, вы здесь». Но никто так и не ответил. Зайдя в квартиру, Аня услышала неприятный пьяный голос женщины: «Женька, где моя кружка?» Мальчик на радостях побежал на кухню и протянул матери грязную серую кружку. «Возьми, мама, вот твоя кружка. Ты где шлялся, паршивец?» Мать себя плохо чувствует, а ему хоть бы что, начала ворчать пьяным голосом эта женщина неопределенного возраста. Аня стояла в центре мрачной и заброшенной комнаты, держа на руках маленького ребенка. Ее глаза широко раскрылись от ужаса и отчаяния, когда она осматривала эту серую, грязную квартиру. В каждом углу царил хаос и беспорядок. Пол, покрытый толстым слоем грязи, настолько был запущен, что его изначальный цвет уже никто бы не смог различить. Поверх грязи лежал старый потертый ковер, который когда-то, возможно, и был красивым, но теперь он впитал в себя весь мрак этого места. Занавески на окнах были также в ужасном состоянии, грязные, засаленные. Они едва пропускали свет, делая комнату еще более мрачной и угнетающей. Скатерти на столах не видели стирки уже очень давно. Следы жизни накопились на них, образуя картину полного запустения и небрежности. Стены тоже казались серыми и безжизненными, как будто они впитали в себя всю печаль и безысходность этого места. В воздухе витала плотная сигаретная дымка, делая даже самое простое дыхание тяжелым испытанием. Аня почувствовала, как ее сердце сжимается от боли и сочувствия, что детям приходится жить в таких условиях. Она нежно обняла малыша, пытаясь защитить его от этой душераздирающей обстановки, и в ее глазах начали собираться слезы. Посреди комнаты стоял старый продавленный диван, на котором было свернуто неопределенного цвета постельное белье. Судя по внешнему виду мебели, она была куплена еще в далекие 80-е. Газовая плита была завалена грязной посудой, и повсюду на кухне валялись пластиковые упаковки от готовой еды и пустые бутылки из-под дешевого алкоголя. Убожество полнейшее. Возле черной от грязи раковины валялся кусочек хлеба, облепленный мухами и мелкими муравьями. Тараканы беспрепятственно бегали по подоконнику, и в квартире стоял стойкий запах сырости и плесени. Аня не удивилась бы, увидев здесь и крыс, но, к счастью, их не было. Нетрезвая женщина, хозяйка этого хаоса, совсем не вызывала приятных эмоций. Резкий запах немытого тела и грязной одежды буквально ударили в нос. Она ткнула пальцем в сторону гостя и что-то неразборчиво пробормотала сквозь пьяный туман. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, первой заговорила Аня. «Здравствуйте. Вы извините, что я вошла без приглашения. Вы можете уделить мне всего минутку времени. Ты кто такая? Чего тебе нужно?» Грубо спросила женщина, слегка покачиваясь на ногах. «Возможно, вам нужна помощь какая-то, лекарство, может, нужно купить. Да уж ты права, дорогуша, лекарство мне сейчас не помешает», пьяно хихикнула женщина. «Там вот продается прямо за углом в магазине, а ты побежишь за бутылкой». С надеждой посмотрела она затуманенным взглядом в глаза Ани, а затем хозяйка быстро спохватилась. «Да, шучу я. Ты, наверное, и соцслужбы. Да хотя какая мне разница? Лекарство-то все равно нужно. А можешь одолжить мне немного? Не хватает на бутылку. А я потом тебе как-нибудь верну. А сынишка вон метнется. Ему не впервой. Я дам денег. Но только вначале давайте сделаю вам крепкий кофе, и мы поговорим с вами». Аня взглянула на грязную банку с кофе. Заварив крепкий напиток, она дала его этой страшной матери. Взгляд женщины немного прояснился. «Отчего это ты пришла? Обстановку разведываешь? Вынюхиваешь что-то тут?» Подозрительно спросила хозяйка. И тут ее внимание привлек ребенок на диване, который жалобно хныкал от голода. Женщина обрушилась с криками на старшего сына. «Женька, паршивец ты такой! Быстро уложи Игоря спать!» Он разорался с самого утра, а у мамы голова болит и без этого.
измоталась вся с вами». Противным голосом воскликнула она. Аня еле себя сдерживала, чтобы не дать пощечину такой матери, чтобы пробудить и привести ее в чувство. Услышав крик, малыш перестал хныкать. Наверное, просто уснул от голода. Взяв себя в руки, Аня тихо сказала: «Малыш спит. Не будите его, не кричите ради Бога. Мне кажется, он потерял силы от голода». От этих слов на лице матери появилось выражение то ли раскаяния, то ли даже жалости. «Да он постоянно орет. Сил моих больше нет с ними. Видишь, дорогуша, в каких условиях мне приходится жить. Это все государство виновато. Ни денег, ни работы не дает. На что я жить должна. Выживаю и даже пособия не получаю». Аня оставалось только выслушивать недовольные высказывания матери, но уже не выдерживала от этой дикости. «Послушайте, ваши дети постоянно голодные. У вас в квартире полная убогость. Младший ребенок нуждается в особом уходе и питании. У вас детей могут забрать органы опеки. Вас просто лишат родительских прав. Ой, да пусть забирают. Кому они нужны? Ну не со мной будут, так в детском доме пусть живут. Мне же и легче. Никто ныть и орать круглосуточно не будет». После сказанных слов женщина посмотрела на Аню и добавила: «Видно, что ты дамочка при деньгах. Серьги золотые, цепочка на тебе, пальто все такое модное. А у меня ничего нет, были одни серьги золотые, и те отец пропил. Ребенка мне заделал на прощание и просто удрал. А Женькиного отца я и вовсе не помню, даже не знаю, от кого его родила. Так что алиментов мне не с кого требовать. Я могу вам помочь деньгами. Но детей ваших забрать без вашего согласия я не могу», — ответила Аня. «Только подумайте хорошо. Обратного пути не будет. Вы останетесь без детей». В ответ она увидела только равнодушие в глазах женщины и мрачное молчание. Несколько минут то думала, а затем тихо сказала: «Мне нужно время». И она оглянулась на Женьку, который грыз засохший кусок хлеба, потом на младшего сына, а затем добавила: «С вас 50 тысяч за обоих. Такая моя цена. Мне этих денег хватит на полгода, чтобы прожить. А затем я что-то придумаю. А не придумаю, то еще одного рожу». Услышав эти слова, Аня растерялась, а затем взяла себя в руки и ответила: «При себе у меня такой суммы нет. Я сниму наличку и привезу вам послезавтра. А вы пока готовьте отказ на детей, я сразу их и заберу к себе. Вот вам оставляю 5000 в качестве аванса», — предложила Аня, кладя купюру на стол. «И вот еще». Она протянула Женьке 2000 со словами: «Пойди сейчас, купи себе еды и брату смеси какой-то, лучше в аптеке спроси». Хозяйка квартиры стояла у стола, тщательно изучая купюру, которую ей передала она. В ее глазах читалась жадность и интерес, словно она никогда раньше не видела таких денег. Молча написала расписку и передала ее Анне. В это время Женька, маленький сын Анны, уже понял, что нужно действовать быстро. Он схватил купюру из рук матери и побежал в магазин, пока мать не успела изменить свое решение и не отняла у него деньги. Анна поспешила прочь из этого ада. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, Анна все же решилась обратиться в полицию. Она в деталях рассказала про неблагополучную семью, включая полную неспособность матери адекватно заботиться о детях. Полиция провела расследование, и в итоге мать была лишена родительских прав. В суде ей вынесли приговор в виде 5 лет условно за несоблюдение родительских обязанностей. Прокуроры пытались добавить обвинения в торговле детьми, однако прямых доказательств этого не нашлось. Судья, увидев жалкое состояние женщины, решил ограничиться условным сроком, дав ей все же шанс исправиться. Жизнь пошла своим чередом, и с тех пор прошло целых 3 года. Возвращаясь назад в прошлое, тогда Анна едва могла представить, что вскоре ее жизнь станет настолько яркой и насыщенной. Сейчас она сидела за рулем своей машины, уверенно маневрируя по городским улицам, пока ее 2 сыновей, Женя и Игорь, развлекались на заднем сиденье.
Женя, старший из братьев, уже закончил школу и активно занимался в футбольной секции, наслаждаясь каждым моментом на поле. Велоспорт также привлекал его внимание, ведь скорость и ветер в лицо всегда приносили ему радость. Младший же Игорек был счастливым посетителем детского сада, где он делал свои первые шаги в искусстве, радуя маму своими рисунками. Изменения в нем были наиболее заметны. Из худого ребенка он превратился в милого и симпатичного малыша, который всегда умел порадовать своей улыбкой. Каждый вечер в семье Анны был полон тепла и веселья. Они с детьми любили прогуливаться по парку, лепить фигурки из пластилина, готовить вкусные оладьи и смеяться, играя в настольные игры. Танцы под веселые детские песенки всегда наполняли дом радостью и смехом. Каждые выходные Анна старалась проводить активно, часто уезжая с сыновьями за город, в лес или на природу. Этим летом они даже смогли съездить на море, что стало настоящим приключением для обоих мальчиков. Женя впервые увидел море и не мог нарадоваться, плескаясь в воде, словно маленький ребенок. Игорек, хоть и испугался морских волн вначале, вскоре тоже поддался веселью, особенно когда мама учила его плавать. Каждый день в жизни Анны и ее сыновей был наполнен яркими моментами, простыми радостями и незабываемыми впечатлениями, делая их семью по-настоящему счастливой и сплоченной. Вот и сейчас они все вместе приехали в супермаркет купить продукты на неделю. Женя на правах старшего вез тележку с продуктами, а маленький Игорек помогал собирать их в пакеты. Вместе дружно вышли из супермаркета и направились к машине. Случайно подняв глаза на прохожего, Аня узнала в нем бывшего мужа, который когда-то сделал ей очень больно. Сергей не скрывал своего удивления. «Аня, ты ли это? У тебя есть дети. Неужели ты решилась кого-то усыновить?» Тут же занялся расспросами бывший муж. «А что тут такого? Я всегда мечтала о детях. Теперь они у меня есть. Порадуйся за меня и нашу дружную семью», — ответила женщина. Сергей лишь тяжело вздохнул и сказал: «А я со своей женой развелся. Оказалось, что дети не от меня. Не может у меня детей быть. Представляешь, кто бы мог подумать? А я на тебя тогда грешил. Не знал, что родная мать мне может такую подлость сделать. Ты уж прости меня, Аня. Плохо я с тобой тогда обошелся. Я не держу зла. Иди, Сереж, куда шел?» Она взяла младшего сына за руку, а старший помогал ей нести пакеты до машины. Сергей лишь тоскливо смотрел вслед дружному семейству. Аня не спешила выходить второй раз замуж, несмотря на то, что многие пытались за ней ухаживать. Она решила воплотить свою давнюю мечту. Бросила скучный офис и рискнула открыть свой личный магазин самодельных детских игрушек. Ее страсть к творчеству нашла выражение в каждой детали, а уютная мастерская стала местом, где рождались не только красочные игрушки, но и уютная атмосфера. Маленький уголок счастья, наполненный теплом и радостью, стал любимым местом не только для Ани и ее сыновей, но и для многих мам и пап, ищущих особенные подарки для своих детей. Анна не только продолжала трудиться над развитием своего бизнеса, но и стала вдохновляющим примером для многих женщин, стремящихся к самореализации. А Женя и Игорь старались во всем поддержать маму и помочь ей. Дети активно участвовали в работе магазина, помогая маме во всех делах, и даже общаясь с многочисленными клиентами. Они с энтузиазмом присоединялись к процессу создания новых игрушек, вкладывая в это свое творчество и энергию. Семейный бизнес стал для них не просто местом работы, а настоящей частью их жизни, источником радости и вдохновения. Каждый день, проведенный в магазине, приносил новые открытия и впечатления, а также укреплял семейные узы и дарил истинное счастье.